У ваших фильмов нет сценария. Да нет, есть, просто я пишу их не так, как вы. Ваши актеры не получают сценарий по почте? Вот, смотрите. Сценарий 2 моих будущих фильмов. Да уж, попробуй разгляди. Если вы хотя бы немного любите кино, то Жана-Люка Годара невозможно не уважать. Невозможно не любить хотя бы один его фильм. И для меня как автора, как режиссера, Жан-Люк Годар — это, конечно же, икона. Совсем недавно его не стало. Он решил уйти из жизни с помощью эвтаназии. В принципе, как жил, так и умер. Провокационно, со своим решением, со своей волей и эффектно. Годар силен не только как автор, но и как личность. И именно про это я бы хотел рассказать в этом выпуске «Пустого множества». Бесконечно вдохновленный женщинами, по большей части женщиной, революция, пролетариат, провокация. Ну, с этим, пожалуй, ассоциируется Годар, если не глубоко копать, конечно. И его бунтарство и тяга к коммунизму, особенно в годы его молодости, скажем так, относительно молодости, это, конечно, течение распространенное, ведь это 60-е, 70-е. В конце концов, это французский режиссер, который совершил французскую революцию. Вот только в кино, потому что он законодатель новой французской волны. Он совершил революцию в кино, революцию в себе, и хотел бы, чтобы она свершилась и в реальной жизни. Я хочу рассказать вам о, на мой взгляд, недооцененном фильме Годара. Он называется «Маленький солдат». И этот фильм на самом деле остался в тени по сравнению с самым знаменитым «На последнем дыхании», например. И я считаю, очень незаслуженно, потому что фильм достаточно любопытный, глубокий и интересный. И я хочу подробнее о нем рассказать, почему он для меня так интересен, так важен. И вообще, почему Годар это круто? Почему смотреть старые фильмы это круто? Вообще, в конце концов, кто решил, что фильмы 60-х, 70-х старые, да? Особенно по той причине, что Годар как раз-таки придумал современные методы повествования, монтажа и съемки в кино. То есть это как раз-таки знаменитые джамкаты, то есть склейки а-ля «я тут» и «я тут». Объясняю для тех, кто совсем не знает, джамкат — это склейка в монтаже, когда объект перемещается прямо в кадре. Это ускоряет темп повествования, особенно в движении. Потому что в кино нужно вырезать как раз-таки самое ненужное. Но многие авторы до этого не додумались, но додумался Годар. И таким образом его повествование в фильмах стало быстрым. Это и создало современное кино и новую французскую революцию в том числе. Ну, не джамкат, конечно. Дело еще и, конечно, в более свободном сценарии, более свободной сценарной основе. Эта сцена была бы другой, если бы вы пустили ее на обычной скорости? Вообще, в этом и заключалась идея. Я сделал ее такой, потому что на обычной скорости невозможно было увидеть или хотя бы обозначить вероятность того, что здесь есть что-то еще. Ведь здесь можно разглядеть кое-что иное. Вот, например, они борются, но при этом должно быть понятно, что они по-прежнему друг друга любят. Для того здесь и использовано замедление. При проявке или на монтажном столе, где бы то ни было. Сцена замедлена, но не до полной остановки процесса. Сцена замедлена только для того, чтобы у зрителя появилось время разглядеть, внимательно разглядеть происходящее. И вдруг мы обнаруживаем, что эти движения, удар и поглаживание, они схожи. Ну а потом? Да, возможно, мне не удалось сделать это наглядным. То ли сцена вышла затянутой, то ли нужно было снимать ее с нескольких ракурсов, или изменить длительность, но я оставил ее такой, для того, чтобы обозначить. Они хотят любить друг друга, но для них единственный способ выражать любовь — это прикасаться друг к другу с помощью ударов. Не все его фильмы были тепло приняты публикой, но, тем не менее, Годар остался в истории кино и по нему учат кино. Политические и социальные подтексты, любовь и революция — все это в его творчестве перекликается. И что для меня лично интересно,
Помните ту фразу мою в выпуске про Ноэ, да? Когда я рассказал, что современное кино – это фастфуд. Актеры, свет, сюжет – все мертвечина. Кино умерло, оно труп. Мне кажется, я занимаюсь труположеством. Это человек, который очень, во-первых, харизматичный, очень интересно подает свои мысли, и даже если он как-то оскорбил кого-то или задел, это их проблема. На деле же то, что он говорит, иногда, конечно, максималистично, но в то же время является истиной. Годар в каком-то смысле мальчик, он таким и остался. Ну что ж, давайте разберем фильм «Маленький солдат». Типичный главный герой Годара – рефлексирующий, циничный интеллектуал, прижатый обстоятельствами с двух сторон. И причина тому – невозможность героя сделать выбор, потому что… Что то хуйня? Что это хуйня? Иногда его болтовня может утомлять. Не надо брать мужчину за руку, когда не хотите с ним остаться. До свидания. Как будто Годар абсолютно рандомно вставляет свои заметки в уста персонажа. Актеры — это придурки, и я их презираю. Настоящие актеры – это сброд. Я их презираю. Говорите им «смейтесь», они смеются. Скажете «плакать», они плачут. Велишь им плакать, они плачут. Велишь смеяться, смеются. Велишь ползти, на четвереньках ползут. Но не дикость. Скажете «ползти», они ползут. Гротеск. Просто гротеск. Им чужда свобода. Попроси любого актера сказать «я говно», уверен, он скажет. Снобизм миллионного уровня. «Маленький солдат» был снят в 1960-м, и его запрещали показывать 3 года. Почему? Давайте разберемся, что в нем такого шокирующего. Банкиры, парашютисты, продавцы машин, маменькины сыночки. Тайная война постоянно смешивала людей в быстром и смертельном ритме. Зацензурили фильм, конечно, из-за политики, и во многом из-за сцены пыток в конце, потому что она была очень реалистичной. Поэтому сначала мы поговорим о слое фильма номер 1, о теме политических интриг, войны и революции. Итак, здесь надо по-настоящему вникнуть. Это будет не так просто. События картины происходят на фоне войны за независимость Алжира. Это африканская страна, одна из колоний Франции. Думаю, многие в курсе, кто не пропускал историю, что было время, когда у той же Франции, Англии было множество колоний в Африке и в Индии, с которых они, в свою очередь, качали ресурсы. Не всех устраивало такое положение дел. И поэтому в 20 веке война за независимость таких государств выходила уже за рамки государства, где она и происходила. И как следствие, уже в Европе начали возникать террористические группировки из жителей стран-колоний. Нетрудно понять, на чьей стороне был режиссер. Вспоминаем, что коммунистические взгляды, которых придерживался Годар, разумеется, идут рука об руку с антиколониализмом. Главный герой картины – журналист Бруно Форестия, и в контексте этой ситуации мы наблюдаем его приключения. Бруно – французский фотограф, пребывающий в изгнании в Швейцарии по политическим причинам. И так вышло, что Бруно привлек к себе внимание арабской революционной организации, которая воюет не только в Алжире, но и тайно в Женеве, так еще и французских экстремистов, стоящих по другую сторону баррикад, которые сотрудничали с Форестия длительное время. Швейцарцы знают, что ты дезертир. Малейшее нарушение тебя вышлют во Францию. Там тебя ждет военный трибунал, никто тебя не спасет. Под угрозой высылки на родину его заставляют убить лидера алжирских повстанцев, чего он делать совершенно не хочет, так как к особым приключениям он не тяготеет и хотел бы пересмотреть собственное отношение к жизни. Если они меня заставят, я убью Поливаду, но не раньше. О чем он в фильме заявляет достаточно прямо. Должен заметить, что очень трудно, если это не ваша профессия, пытаться кого-нибудь убить в течение какого-то времени. Это похоже на затянувшееся самоубийство. Второй слой повествования. Около-любовная линия. Именно около. Это важное уточнение для творчества Годара. В сюжете появляется русская модель Вероника Дрейер, к слову, жена Годара, которую он снимал в своих фильмах множество раз, актриса Анна Карина. Она, с одной стороны, преследует героя по заданию начальства, а с другой у них могут быть какие-то чувства. Отношения показаны очень путанно, очень непонятно. Очень странно. Собственно, девушка работает на алжирских террористов, лидера которых должен убить Бруно, и в итоге девушка сдает его арабам. Влюблена ли она в героя? Это под вопросом. Бруно вынужден опускается во все тяжкие, неустанно думая, чего ради всего затевалось и чем все закончится. Ничего хорошего на горизонте нет, и все эти революционные вещи – занятия не для тех, кто устал. Девушка, выполнив свое задание, опрокидывает героя и отказывается с ним улетать из этого дурдома в Бразилию, куда по неведомым причинам хотел улететь герой, захватив с собой красотку. В общем, такая вот фам-фаталь. Женщина со своими мотивами, себе на уме и без идеалов. Она рассуждает о них, но на деле у нее их как раз нет. У других есть идеалы.
Только не у французов. Третий слой. Оттачивание мастерства автора и философские размышления. Стоит закрепить, что во многих работах Годара этот слой просто автоматически существует, потому что без этого он обойтись не может. Фильм в каком-то смысле является духовным продолжением «На последнем дыхании», ведь эти фильмы очень похожи. И оба фильма из раннего творчества Годара, потому что мысли автора, как я отметил ранее, прямым текстом вставляются в речь персонажа. Странно, когда я смотрю на свое лицо, мне кажется, что оно не соответствует моему внутреннему миру. Мое лицо не соответствует моему внутреннему миру. Не, ну хотя нет, ты красавчик, Годар, революционер. Вообще все тебя любят. Не, ну фильмы говно, конечно, но все тебя любят. Что бы еще такое офигенное сказать? Ветер в голове мешает. Пойти, что ли, построить домик в Майнкрафте? Точно. Эти философские высказывания режиссера, экзистенциализм, упадничество, жизнь и смерть, невозможность сделать выбор и юношеский максимализм. И много-много политики, размышления о свободе и рабстве, о коммунизме и капитализме, о правых и левых. Пытки монотонные и грустные. Трудно о них говорить, так что я буду краток. Автор дает нам все в лоб, добивая кадром с книгой Мао Цзэдуна, которую он прямо берет и вставляет в фильм. И важно сказать, что Годар симпатизировал знаменитому китайскому лидеру. Та же история с книгой Ленина. Высказывания звучат красиво, но будто бы невнятно, обнажая перед нами юность автора. И ведь это правда, как и в «На последнем дыхании», нежелание героя выбирать из двух зол при отсутствии понятной собственной альтернативы затягивает его в тиски обстоятельств, сжимая его и в итоге раздавливая. Ведь персонаж Годара не может придумать ничего умнее, кроме как просто убежать от проблем. И именно по этой причине у него ничего не выходит. Теперь меня будут преследовать и французы, и арабы. Мне крышка, я в этом уверен. Это и есть годдаровский нуар. Полный, красивый, одновременно умный и пустой рефлексии. Но в этом и есть все обаяние. И несмотря ни на что, в какой бы заднице ни оказался герой Годара, ему чрезвычайно важно сохранить лицо, гордость и стремление к свободе духа. Я плакал. Почему вы спрашиваете? Потому что это важно. В самом конце перед Бруно встает выбор – жизнь Вероники или таки убить лидера тайной организации. И только под таким выбором герой убивает свою цель. Вот только девушку убивает тоже. Такая злостная ирония повествования Годара. Это не показывает, не показывает смерть Вероники, но об этом сообщает голос главного героя в самом конце фильма. И поэтому тут не просто сделать конкретный вывод, потому что надо пробраться через толщу авторских размышлений и политики. Годар как бы намекает, что все идеалы относительные, и единственные идеалы, которые по-настоящему важны, идеалы собственные. Но на деле это звучит типа так. Come on, I'm not for the Second World War. No, not too much, because Israel is a pain in the... Okay, I'm a Nazi. Ну и добавлю от себя. Почему вообще во всем этом конфликте замешана красивая девушка, с виду невинная и не представляющая угрозы? И еще один намек Годара. Он заключается в том, что у войны вполне себе может быть и женское лицо. Она испуганно взглянула на меня, и у меня родилось чувство, что я фотографирую смерть. Потом все снова стало как обычно. И это идет немного вразрез с тем мнением, что все войны и беды идут от мужчин. И здесь ни при чем сексизм. Скорее только альтернативный взгляд. Только женщины, соответственно, управляют этой войной тайно, изнутри, подпольно. Более хитро и эффективно. Разве что конкретную управляющую идею здесь не ждите, потому что это Годар, детка. Начал снимать фильм об одном, на середине о другом, а в конце переобулся в воздухе, все перевернул, и речь уже о третьем. В этом и есть вся суть, друзья. В этом и есть, как я и сказал, обаяние. Ну и по традиции поговорим немного о технике съемки. Она здесь предельно близка к документальной. Это намеренный выбор режиссера, и это свойственно течению новой французской волны. Но также есть мощная художественная работа с камерой. Смотрите внимательно. Резкий смазанный переход камерой, мы видим изображение, камера поднимается, мы видим персонажа. Персонаж направляет свой взгляд в другую сторону. И туда, куда направляется взгляд, тоже происходит резкий переход, такой смаз камеры на объект, куда он смотрит. Жан-Люк Годар показал всем, что его гениальным приемом может воспользоваться каждый. Достаточно выйти на улицу и позволить себе творить.
И таким образом он изобрел новый киноязык. Это и есть суть новой французской волны в кино. Импровизационное, хаотичное, но по-своему самобытное течение, бесповоротно изменившее искусство кинематографа. Это возвеличивание кино до абсолютной правды. Ведь, как сказал Бруно Форестье, фотография — это правда, а кино — это правда 24 раза в секунду. Или точнее Годар, устами этого персонажа. Теперь снова возвращаемся к интервью. Здесь режиссер говорит о том, где больше правды, в кино или в телепередаче. Несмотря на то, что он имеет в виду художественное кино, все же в телепередаче правды меньше. Как сейчас помню, руководитель канала CBS сказал, и он смеялся, когда это сказал. Он сказал: люди думают, что мы производим телепрограммы, в то время как в большей степени мы производим зрителей. У Годара была главная муза Анна Карина. Они познакомились, когда ей было 19, а ему 37. Черт, как хочется так же. В общем, девушки сегодня более женщины, более естественные, чем мужчины. Естественные? Да. Я думаю, у них лучше с идеями. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just... И здесь я точно согласен. Мне нравится подход режиссера в том, что он вдохновляется женщиной, потому что я абсолютно такой же. Само по себе искусство — это и есть женское начало, как я люблю говорить. Вставляю свои мысли так же внезапно, как Годар. Правда, я пока еще не культовый режиссер, но вы же мне разрешите? И, конечно, личное влияние Анны Карины на Годара сыграло решающую роль. Она не только главная актриса его фильмов, но и была его женой. Она терпела его характер и сглаживала углы. До поры до времени, конечно, как это всегда бывает. Но зато благодаря этому родилось столько культовых картин. Его характер был невыносим. Конечно, частенько он перегибал со своими высказываниями, не все из них можно было назвать умными, и даже, я бы сказал, Годар был какое-то время помешан, и поэтому его часто не выносили друзья. Ты же Годар? Хватит мне уже говорить, что я Годар. Я не Годар. Я не существую. Годара, о котором вы говорите, больше нет. Я лишь притворяюсь Годаром. Я актер, играющий Годара. Противоречив, максималистичен и немного инфантилен. Это тоже можно про него сказать. Он воплощал в себе также и негативные черты типичного сноба и интеллигента. Для меня это уже не мучение. Создать шедевр или кусок говна. Называл свои фильмы дерьмом, да и людей он запросто мог оскорбить, и нередко публично. Это говорит о нем не как о хорошем человеке, но разве художник должен быть благородным? Мне нравится твой фильм. Я горжусь тем, что снималась в нем. А все потому, что художников гоняет в прострацию несовершенство и несправедливость мира. Он хотел бы умереть молодым, но прожил до глубокой старости. Он говорил, что кино мертво, но продолжал снимать. Соткан из противоречий. Одержимый идеалист. Он оскорбляет свою женщину, в тот же день извиняется. Он любит браваду и не всегда подкрепляет слова делом. И относится к своей женщине как к неотъемлемой части себя, ревниво и пособственнически. Это не свойственно его политическим взглядам, зато так свойственно человеку. Так же, как в молодости нам свойственно быть революционерами, а в старости становиться консерваторами. И это относится к многим эксцентричным творцам. Вот только не все из них остаются в истории. Потому что, дорогие друзья, такова жизнь на подводной лодке «Редутабль». Конец фильма. Забыл попрощаться. Друзья, напоминаю, любите хорошее кино, любите хороших людей и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все самые свежие новости и в целом мое творчество. Пока. Построить дом. Хотел сказать, да, что построить домик в Майнкрафте. Чем бы еще таким заняться? Не, ну я все, что хотел, сказал. Ветер в голове какой-то мешает. Построить домик в Майнкрафте. Сука.